Тум-тум, всем привет, меня зовут Кичугин Эдуард, это моя школа скетчинга, моя итальянская школа скетчинга и практического рисунка. И сейчас я немножко начну не с рисунков, а с того, как проект уходит в 3D ролик, 3D рендер. И мы глянем такую интересную историю. Вот, это один из проектов, я сделаю к нему такую вот подводку. Делаю такие видео по проекту, спроектировал, нарисовал вот эти формы, сделал вот эту вот импрессию, сделал чертеж, а потом я делаю визуализацию, чтобы клиент мог радостно увидеть, как прекрасно будет то, что я ему проектирую. Вот. Ну, сейчас посмотрим этот ролик, как хорошо это все работает. Блин, полный восторг. Ну, у меня, во всяком случае, полный восторг. Ну, пишите в комментах, как вам, что вы думаете. И было два варианта стола. Вот один с девушкой, другой с мужчиной. Материалы, эффектность, импрессия, такие изгибы. Блин, как я все это люблю. Вот. Был такой вариант стола, вот, с девушкой, и с чуваком более строгий вариант. Какой из них вам кажется более интересным? В общем, выбрали вот этот, конечно, да. Но он более серьезный, он такой же эффектный, но чуть петровский, чуть такой, импрессивный, но строгий, эмоциональный, но крутой. И такая архитектура у него любопытная. Вот, в общем, вот. А это из вот таких практических моментов. И сейчас я покажу ту структуру, в которой он будет приходить. А потом немного проговорю про скетчинг. В общем, сейчас пойду туда, где все это дело происходит. Вот, это терраса. Тын-тын-тын. И вот такие столбы в материальности их. Они уже начинают набирать тот эффект, который я хочу. На самом деле вот такой простой состаренной доски. Сейчас они покрыты пинотексом. Ну, блин, как же классно работает цвет с этой всей структурой. Смотрите, тут созрели яблоки уже. И вот ты так кладешь руку на солнце, на дерево, на материальность. Поднимаешь руку, и о чем ты думаешь, что ты чувствуешь? Да обалдеть. И так кайфово здесь пить кофе, и утром, и вечером. Утром ты, когда идешь там, собираешься перед днем, что тебе нужно сделать, и вечером, когда ты отдыхаешь. Супер круто. И классно ходить босыми ногами. Тут еще все в рабочем режиме, и, в общем, этот стол, он придет сюда, а там будут лапки. Вот, это из... О, блин, посмотрите. Вот такой ритм получается. Суперски, по-моему. В общем, вот, пойду обратно и покажу вам некоторые штуки про скетчинг. Вот, это мой большой скетчбук. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. И мой итальянский подход ко всему этому. Вот это моя книга по проектам. Я проговорю про вот такие вот необходимые упражнения для архитектора и ландшафтного архитектора. Я думаю, для каждого скетчера, кто рисует вот такие штуки, кто думает о том, чтобы прокачивать себя в этом моменте красоты и делать хороший, качественный визуальный уровень, нужно делать такие упражнения. Это вот, например, совершенно фантазийный подход. Это 2019 год, я рисовал в Италии, в Пезаро. Так как я много присутствую в Италии и практикую, и вообще там в разных странах, то со мной всегда вот эта вот история. Со мной всегда скетчбук. И это то упражнение, которое я делаю прямо на постоянке. То есть я рисую объемно-пространственные композиции.
Вот так, на автомате уже практически. И ищу те варианты, которые позволяют мне делать это, ну, так, эффектно, хорошо, просто, быстро и в любом состоянии, в любое время. То есть я могу приехать на проект, я могу путешествовать, я могу лежать на пляже, я могу ждать там подругу какую-нибудь или еще что-нибудь. И я открываю вот эту историю, сажусь где угодно и продолжаю свой скетчинг, да. Ну, то есть и вы можете так. Если вам это нужно, вы берете и повторяете мою историю. А если вам нужна моя техника, то вот, ну, сейчас скоро все запустится. И надеюсь, я делаю курс, где, ну, просто ясно и пошагово буду рассказывать, как добиться вот такой вот техники рисунка. И это основано на моей итальянской истории, потому что вот она задает мне уровень нормы. Ну и в проектировании, и в визуализации, и в рисунке. Ну, я ориентируюсь на мою вот эту вот заграничную европейскую историю. Ну, вообще сильно думаю про Америку, изо всех сил просто думаю про Америку. Я еще не нашел способа, как туда приехать. И, может быть, там что-то вести. Ну, я очень думаю. Надеюсь, вот такая штука не просто с практикой, а с образовательной программой растется с Италией. Во всяком случае, я об этом конкретно уже думаю. У меня была выставка в Германии, в городе Франкфурт на Одере. Я там выставлял свои скетчи. С этим мне помогла прекрасная Анна Хромова. И также там был большой проект по развитию городской инфраструктуры и изменению ее. Это тоже, вот я, наверное, когда-нибудь расскажу. Это просто потрясающая, огромная, большая-большая штука. То есть, ну, я практикую, и следы этой практики приходят мне вот сюда вот, в этот скетчбук. Ну и в разные другие. Вот еще один тут. Ну, там, он часто мелькает в моих крайних видосах, потому что вот этот я уже заполнил, а вот этот я еще не заполнил. Это скетчбук Canson, это скетчбук National Gallery. Ну, его из Англии мне привезли. Наверное, не купить, а вот такие у нас тоже в России продаются. Еще покажу чуть. Вот такие вот скетчбуки. Это из магазина Tiger, итальянский. Ну, может, общеевропейский, не знаю. Я брал его в Пезаро. 2 штуки, они такие супер удобные. Но только бумажка не очень. У этого очень хорошая бумажка. У этого бумажка еще круче. Вот. Но смотрите, для того, чтобы такая техника пришла к вам в руку, вы должны делать такие упражнения. Начинать нужно там с маленьких композиций, отрабатываем там 2 формы, 1 форма, круглая форма, прямоугольная форма, там сочетание. Ну, про это все я буду подробно рассказывать на курсе. Или смотрите у меня в видосах, очень-очень много информации. Думаете, это, например, у меня ритмичная классичная композиция. Ну, я очень люблю классику. И создаете центр композиции, создаете ряд ритмов, на которые опирается глаз человека. Берете все, что вы знаете про проектирование, и инсталируете вот сюда, вот в эту вашу работу на лету. И сначала это может быть такой условный набросок. А вот проработка всей этой истории, она идет тогда, когда у вас есть время. Ну, то есть я часто поэтапно прихожу к моим финальному виду моих рисунков. Но если я делаю это для YouTube, то я могу рисовать, ну, просто сразу. И вот эти все 3 варианта, скорее всего, есть видео у меня на канале, где я сижу в Пезаро и рисую эту историю, поэтому, ну, посмотрите вниз, пролистайте вот эту вот ленту с видосами моими, и там наверняка найдете. О, я забыл, про что я говорил сейчас. Соберусь. Ну вот такая вот в целом история. И нужно практиковать. Берете сначала небольшая композиция, там дерево там с еще чем-нибудь. Или, может быть, там домик и ветка, и еще что-нибудь. Чтобы у вас это не становилось большой-большой, трудной, тяжелой историей. А чтобы это вам было легко. И детализацию можно оставить на другой момент, когда у вас будет время. Ну, всех насыщенная жизнь, там все что-то делают. И выделять отдельное время на вот такую вот тренировку, прокач, может быть, не у всех получается. Поэтому нужно оставлять ее в
в таком варианте, который он получился, пока у вас было время. И вот моя техника рисунка и скетчинга, моя итальянская техника рисунка и скетчинга, да, она позволяет получить эффектное изображение практически в любой стадии проработки. Ну, то есть и на начальном этапе, когда есть просто прям минута, о нем может быть все понятно. И когда у вас там есть, ну, допустим, 20 минут или вообще даже час. Вот. Ну, так пролистну. В общем, ну, смотрите. Смотрите там внизу в описании к видео много-много-много моих плейлистов по тому, как делать вот такую графику. Или можно подождать, пока я запишу курс и радостно его приобрести. Там я буду пошагово вести, там с нуля. Ко мне на оффлайн обучение приезжали студенты с разных стран, и я вел их с нуля, и они получали очень хорошие результаты. А те, кто, ну, немножко готовился к этому, был такой эффект, что трудно, ну, то есть был трехдневный интенсив. И было трудно, очень трудно отличить работы студентов, которые прям впахивали, вкладывались, и которые, ну, чуть до этого чуть готовились по моим видео, от моих работ. Вот это вот сила вот этого подхода. Это вот то, что я делаю, и мне очень хочется, чтобы моя родина тоже была, в общем, в этом отношении очень сильна. Вот. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Кичигин Эдуард, и это моя итальянская школа скетчинга. В общем, все. Чао-чао, пока.